Привет! Ты на канале Made by Широков, а сейчас ты видишь распаковку мультитула Swisstek 17 в одном. Упакована на удивление не слишком обильно, но коробка целая. Внутреннее убранство нас встречает набором макулатуры от заботливой компании. Рекламная визитка с логотипом с одной стороны и краткое описание производителя с другой. Далее мне положили целых две инструкции использования инструмента, чтобы наверняка понял, как что работает. Заключает набор бумаг благодарственное письмо от продавца. Казалось бы, бесполезная трата бумаги, но на самом деле появляются приятные впечатления от распаковки. И, конечно же, сам мультитул. Так что же такого в Swisstek 17 в одном? Начнем с ножа. Лезвие порядка 65-67 мм. Защелкивается, как и все внешние инструменты, на рукоятях на замок Liner Lock. Заводская заточка вполне неплохая. Какая используется марка стали, нигде информации нет, так что насколько хорошо будет держать заточку, неизвестно. Далее идет пила по дереву. Честно, я был удивлен, как она впиливается в дерево, хоть и начать рез было нелегко. Пилит, можно сказать, на чистовую, но длины полотна не хватает для комфортного использования. Предполагаю, что если использовать эту пилу в лесу, где нужно подпилить одну-две веточки, то она проблем не вызовет. Двухсторонний напильник. Одна сторона по дереву, другая по металлу с вроде как алмазным напылением. Напильник по дереву, на мой взгляд, мог бы быть поагрессивнее. То же самое можно сказать про торцевой напильник. А вот сторона по металлу меня порядком удивила. Я уже думал, что будет так же, как и со стороной по дереву, но с металлом мультитул справляется очень хорошо. Серейторный нож. Раньше не пользовался, но со своей задачей справляется без особых усилий. Для чистоты эксперимента проверил, как справится обычный нож. Пришлось приложить больше усилий. Приоткроем мультитул и увидим две линейки, сантиметровую и дюймовую. Риски совпадают по всей длине, но нужно отмерять четко от края мультитула. Отвертка фигурная Philips. Такого типа отвертки несомненный плюс, так как с помощью переходника можно использовать любые стандартные биты. Забавно, что для компактности ее совместили с маленькой фигурной отверткой. Также эта отвертка намагничена, поэтому использовать ее еще приятнее.
А вот маленькой фигурной отверткой я остался недоволен. Так как я ношу очки, то было бы удобно на всякий случай иметь с собой маленькую отвертку. Но это даже на первый взгляд вызывает вопросы. Она настолько толстая, что не цепляет грани винта, тогда зачем ее сюда добавляли? Широкая шлицевая отвертка. Вполне хорошо справляется со своей задачей, но она уже не намагничена. Также будьте аккуратны с боковыми замками. Узкая шлицевая отвертка, совмещенная со стропорезом. Все то же самое, что и у предыдущей. С поставленной задачей справляется не намагничен. Стропорез. На видео, думаю, видно, что нужно было постараться, чтобы веревку разрезала. Делайте выводы сами. Ножницы. Здесь могу похвалить. Довольно толстые составные части, возвратная пружина не слетает. Заточка прекрасная, хорошо режет всякие не слишком толстые материалы. Например, пластиковую карту порезать возможно, но рычага на ножницах не хватает для комфортного реза. Открывашка с заточенной частью для снятия изоляции с проводов. Либо я что-то не понял, либо этим изоляцию снять не получится. Как видно на экране, я пробовал и тонкую часть провода, и толстую, и крутить вокруг кабеля, и срезать по касательной. Честно говоря, только запыхался и в нескольких местах изоляцию повредил. Сама же открывашка хорошо справляется со своими обязанностями. И, наконец, пассатижи, узкогубцы и бокорезы в одном лице. С проводом справляется, как будто его и не было. Главное, чтобы длины режущей кромки хватило на весь диаметр кабеля. Противником в виде старого гвоздя уже побороться не получится. Конструкция начинает скручиваться от сильного давления. Зато зацеп прекрасный что узкогубцами, что зубчатой выемкой. Тут никаких вопросов не возникает. А вот брать его или нет, решать тебе. Спасибо за просмотр. Увидимся.